Сегодня я решил затестить каждый интерфейс из среды разработки, а потом подвести итог лучших из них. Первый на очереди будет Qwen CLI с очень щедрым бесплатным планом в 2000 запросов в день. Работает он на двух моделях Qwen Condor и Qwen Vision. Но ничего вам не мешает поставить свою собственную модель через API-ключ. Переходим к установке. На вот этом сайте копируем название пакета и переходим в терминал. Набираем npm install и вставляем текст, который скопировали ранее, и нажимаем Enter. Чтобы вам не лазить по разным сайтам, команду я оставил в описании. Вызвать ей ассистента можно через команду Qwen прямо в терминале. После чего вам откроется вот такой красивый интерфейс. Просим создать сайт пинг-понг в стиле брутализм. Создание заняло чуть более 1 минуты, и на выходе получилась вот такая игра. Единственная проблема — не работало управление первого игрока на WES, что мы обязательно учтем при оценке с другими средами разработки. Gemini CLI, в отличие от прошлого кандидата, имеет свою страничку, где сразу указана команда для установки. Копируем и выполняем в терминале. Тоже будет в описании под видео. Открыть этот интерфейс можно командой Gemini. У нас открывается вот такой красивый интерфейс. Проверяем его через такой же тест пинг-понг. На первой попытке он написал, что все сервера заняты. И со второго раза у нас получается вот такой результат. OpenCode. Следующий представитель CLI решений. Наверное, одно из самых популярных решений, набравшее 107 тысяч звезд на GitHub, по причине возможности поставить любой провайдер нейросетей, в том числе OpenRouter, который имеет очень много бесплатных и качественных моделей. Скачиваем вот этой кнопкой на этом сайте. Тут сразу доступно 4 бесплатных яички, вроде как без лимитов, естественно, в рамках разумного потребления. Я использовал модель BigPickle, что является JLM 4.6 по словам людей из Reddit. Задаем наш тестовый промпт, и на выходе получаем вот такой результат. Все можете оценить сами. А следующей средой разработки будет Antigravity. Полноценная IDE со встроенным Gemini, Claude и GPT-OS. Своего провайдера поставить нельзя. Заходим на сайт, который будет в описании под видео. Нажимаем кнопку «Скачать Antigravity». Дальше базово устанавливаем, как любой редактор кода. Интерфейс Antigravity почти полностью повторяет интерфейс VS Code. Лимиты тут отдельно для каждой кастом-модели. То есть Gemini 3 Pro, высокая и низкая, расходуют один лимит. Gemini 3 Flash и ChatGPT имеют свои собственные лимиты. А все модели кода имеют один общий лимит. Если вы не часто используете нейросеть, то, скорее всего, даже заполнить одну модель у вас не получится. Тестить я решил на модели Gemini 3 Flash, задаю промпт и получаю вот такой результат. Кодер — очередной продукт от Alibaba. На вот этом прекрасном сайте, на который будет ссылка в описании, нажимаем кнопку «Скачать». После установки запускаем и проходим регистрацию. Закинул абсолютно такой же промпт, получил вот такой игру пинг-понг. Try. Вот это мощный инструмент, который может стать неплохим конкурентом Antigravity за счет возможности добавить свои модели с помощью провайдера. Сама программа имеет приятный интерфейс и свои фичи, которых я не видел в других программах, но про это через 30 секунд. Сайт, с которого надо скачать Try, я оставил в описании. Вы должны зарегистрировать аккаунт и подключить его в программу. Подписка на данную программу варьируется от $0 за суммарно 1060 запросов к подписке до $10 за неограниченное количество запросов к нейросетям. Задаем абсолютно такой же промпт, как и прошлым моделям, и на выходе получаем вот такой результат. Очень минималистично. И он решил реализовать такую же систему двух игроков, как и Qwen, только сделал это более успешно, так что W и S работали. Диковинка, которую я заметил, это то, что можно выбрать элемент сайта прямо в программе, тем самым точно указав, что вам надо отредактировать. Кодекс — это CLI-помощник от OpenAI, который поддерживает только свои современные OpenAI модели. Его можно установить и в терминале, и как расширение VS Code. А для macOS юзеров есть отдельная апка. Инструмент умеет не больше, чем другой любой. Но благодаря полному бесплатному плану и передовым нейросетям, которые лучше понимают ваш запрос, работать с Codex мне нравится намного больше. Команда для установки помощника будет в описании. Кроме того, там также будет ссылка на сайт OpenAI, где вы сможете сразу установить его VS Code. На наш промпт он выдал вот такой результат. В точности повторив стиль веб-брутализма и сделав рабочую версию пинг-понга. Курсор. Давайте опустим детали, что ссылка на него будет в описании и что он работает по системе freemium. И сразу перейдем к делу. Первое, на бесплатном плане нельзя самому выбрать модель. Второе, по непонятной причине в режиме агента вместо создания файлов он мне просто скинул код и сказал самому ставить файлы. Но это был единственный случай. Вот какой результат он выдал в итоге. Явно не самый лучший результат. Подводя итоги, всем спасибо за просмотр.